Привет, с тобой Хик. Сегодня видео будет тест процессора Ryzen 5 2600 и разбор, за сколько можно собрать примерно такой же ПК в 2021 году. Что ж, поехали. Давайте сначала разберемся, что за комплектующие будут присутствовать в данном тесте, и озвучим их цены. Процессор Ryzen 5 2600 с 6 ядрами 12 потоками стоит 10 800 рублей. Видеокарта RX 5500 XT 4 гигами GDDR6 памяти стоит 13 тысяч рублей. Это была цена в 2020 году. Сейчас же можно взять только аналог на Авито под названием RX 570. Ибо разница позиции особо небольшая, можно брать ее. Ставлю скрин данной карты где-нибудь в углу. Плюс 25 тысяч рублей. Оперативная память 12 гигабайт от Crucial, 2666 МГц, 5600 рублей. Материнская плата ASRock A320M HDVR 4.0, 3850 рублей. Жесткий диск на 500 гигабайт VDBU 2850 рублей. Но я советую вам доплатить 150 рублей и взять на терабайт. SSD Kingston на 120 стоит 2150 рублей. Также стоит блок питания FSP PNR 450 Вт. Сейчас его нету в продаже, так что я могу посоветовать вам вместо него Deepcool DN 500 Вт 3200 рублей. Ну и обычный корпус с Авито за 500 рублей это AeroCock. И конечно получается, что компьютер стоит без видеокарты 29 100 рублей. Если же с видеокартой, он будет стоить 50 100 рублей. Решать вам. А я перехожу к тестам. Battlefield 5. Ультра настройки и Full HD разрешение. И при таком пресете я имею 40-60 кадров в зимней локации и 50-60 в пустыне. Бывают небольшие подфризы, но они не особо заметны, и вы не особо обратите на это внимание. Doom Eternal ставим высокие настройки и Full HD разрешение. И при таком пресете имеем 80-90 кадров в закрытых помещениях. А если локация открыта, мы будем иметь около 60-80 кадров, смотря от того, какой замес сейчас происходит. Ну а так, идет игра стабильно, можно поиграть и порезвиться. А мы переходим к следующей игре. На тесте NFS Hit. Ставим ультра настройки и Full HD разрешение. Как бы не было удивительно, имеем 40-60 стабильных кадров. Игра почти не лагает и не фризит. Бывают небольшие подлаги, но они бывают крайне редко. PUBG. Full HD разрешение и высокие настройки. При выпрыгивании самолета имеем 70-80 кадров, при приземлении он немного выравнивается. Когда персонаж заходит в помещение, он идет стабильно от 80 до 100. Опять же, когда возле вас происходят какие-то взрывы, он может немного понизиться, кадров на 10 на 5, что не очень значительно и более чем играбельно. А мы переходим к следующей игре. RDR 2. Full HD разрешение и средние настройки. Запускаем тест производительности. Почти во всех тестах имеем около 40-55 кадров,
что для одиночной игры более чем хватает. Metro Exodus. Ставим ультра настройки и Full HD разрешение. Запускаем тест производительности. И в среднем имеем около 30-45 кадров. Недавно вышедший Resident Evil Village. Ставим высокие настройки и Full HD разрешение. При таком пресете имеем около 40-60 кадров, смотря от того, какая сцена сейчас происходит. Если, допустим, сцена какая-нибудь активная, FPS может проседать до 40. Если же, допустим, врагов немного, то он будет держаться в районе 50-60. Ну и давайте подведем итоги. Довольно неплохой компьютер не только для игр, но и для монтажа и всяких работ с графикой. Но лично для себя выделю, что мне не хватает еще 4 гигабайта оперативной памяти. Ну это так. Минусы. А в общем и целом, очень неплохо. Смотрите прошлые видео, ставьте комменты, пишите лайки. А так, всем пока.